В этом видео я расскажу про 5 мемкоинов, которые обязательно должны быть в вашем портфеле. Лично я эти токены держу, я вам объясню, почему я их покупаю и почему эти токены дадут иксы. Опять же, это не финансовая рекомендация, это лишь мой личный опыт и мои наблюдения. Поэтому я попрошу вас видосику поставить лайк, спуститесь вниз, поставьте лайк прямо сейчас, он бесплатный. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, я знаю, что большинство смотрят без подписки. Не надо так, подпишитесь, тут очень много классного полезного контента. А мы переходим к видео. Первый мемикоин это, конечно же, DogWifHead, либо WIF. Я думаю, многие с ним знакомы. Это у нас токен на Solana, и он имеет огромное количество объема торгов. 800 миллионов торгов прямо сейчас вот набирает данный персонаж. Капитализация у него всего лишь 700 миллионов. Опять же, капитализация это такое размытое понятие. Мы сейчас посмотрим на его график. Там он долетал до 4,5 баксов, сейчас он стоит 71 цент. И как бы капитализация это такое понятие, что оно может раздуваться очень сильно, потому что капитализация это количество токенов, умноженное на цену. Это не сколько денег в проекте, это количество токенов, умноженное на цену, еще раз. Также токен всегда торгуется с хорошими объемами, вот 500 миллионов, 400, 300 миллионов. То есть на токене он интересен людям, и его постоянно торгуют с хорошими объемами. Поэтому этот токен стоит вашего внимания, торгуется он практически везде. Bybit, OKX, BitGet, Kraken, Binance, короче, везде он есть, поэтому купить его можно тоже везде. Давайте посмотрим на его график и потом разберем факторы, почему я его покупаю, почему он даст иксы. График у нас интересно выглядит, у нас дабл топ, две вершины, после которых обычно идет жесткая коррекция, укатка. И прямо сейчас токен торгуется практически возле своего листинга на Bybit. Вот здесь вот, практически чуть не дошли. И очень график мне нравится, потому что, смотрите, у нас было накопление, было объемы хорошенькие, крупный капитал накопил позицию, далее пошел памп, там завезли новости, VIF, там топ, Трамп упоминает, там еще что-нибудь, короче, ну токен реально, его много кто упоминал, поэтому он туда очень сильно летел. Потом было такое, можно сказать, распределение, смена рук, кто-то тут зашел, вышел, ну перераспределился токен, еще один сделали памп, далее была укатка на больших объемах. Опять же, весь рынок альткоинов корректировался, мем-токены тем более будут сильнее корректироваться, потому что они более волатильны. Поэтому у нас был такой слив, и здесь вот у нас была последняя капитуляция, посмотрите, какое количество объемов. Это самые большие объемы за все время, вот здесь вот была капитуляция, просто уже все, кто хотел, все уже вышли. И сейчас у нас опять начался рост объемов, вот видите, здесь вот рост объемов начался, токен также сейчас начал расти. У меня тут такая вот интересная фьючерсная позиция была на пробитии вот этой нисходящей линии, то есть здесь вот мы вышли, и токен начал расти, здесь вот у меня стоит take profit. Поэтому график мне нравится, был памп, был второй памп, дабл топ, слили. И сейчас тут откупается. Можем еще пойти ниже, можем вообще как нефиг делать. Но я думаю, что вполне с текущих мы можем не обновить, не дойти до этого лоу. Это будет вообще очень хороший показатель, что мы не дошли до этого лоу. И дальше пойти потихоньку так расти. Смотрите, если даже с текущих токен VIF дорастет до прошлых пиков, давайте возьмем линейку, померяем. Это у нас 569% роста, что достаточно таки неплохо. Но я думаю, что он может обновить свои хаи. Если даже смотреть вот так вот, что это большое накопление, то куда он может улететь? Почему он может улететь? Давайте перейдем к ним в Твиттер, посмотрим их Твиттер. Во-первых, мем-токен имеет 148 тысяч читателей, и у них очень активный Твиттер, то есть постоянно лайки, комментарии, посмотрите, 102 комментария, репосты, просмотры 20 тысяч, почти косарь лайков, тут вот тоже куча лайков, просмотров, 28 тысяч просмотров, 34 тысячи просмотров, то есть токен у нас активный, постоянно какие-то АМА-сессии, что-то где-то светится, то есть очень активная команда, которая развивает свой мем-токен, какие-то новые листинги на каких-то новых платформах, поэтому токен у нас живет, его упоминают. И самое интересное, вот еще один новый листинг. Самое интересное это то, что у ребят, у команды проекта есть вот, кстати, вот как раз мы подошли к этому, огромное количество денег, которые они собирали со своей аудитории. И они хотят запустить рекламу в Лас-Вегасе. Вот там есть такая сфера, такая здоровая. Можете загуглить сфера в Лас-Вегасе. И прямо на этой сфере они хотят запустить лицо вот этой собаки мем-токена. Блин, это будет круто, прикиньте. Мемкоин DogWifHead на огромной сфере посреди Лас-Вегаса. Ну это просто жесть. И они еще эту рекламу промо-акцию не запускали. И когда они это запустят, я думаю, токен улетит. Но как минимум 2-3 икса он дать точно сможет. Но я думаю, что он обновит прошлый хаик, поэтому это больше 6 иксов будет. Для мемкоина, который имеет большой объем торгов, у которого есть сообщество, и у которого есть уже проторгованный график, у которого есть листинги, это хороший показатель, поэтому DogWifHead можно присмотреться к этому токену, опять же делайте свой собственный ресерч, и после того, как вы проверили все,
потом уже делайте выводы, покупать или нет, но я в этот мем-токен верю, и он покажет еще класс. Поэтому такой вот первый у нас токен залетает. Переходим тогда к следующей монете. Хочу напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется криптобаза. Туда можно вступить по ссылочке в описании. Там у нас находится огромная база платных курсов по криптовалюте. Вот можете посмотреть от топовых трейдеров. Огромное количество курсов разных. Можно обучиться трейдингу. Также у нас есть вкладочка образования, где публикуются полезные статьи по криптовалюте. Есть вкладочка с сигналами на фьючерсы, сигналами на спот мемкоины торговать. Также есть вкладочка с обучением по DEX торговле, как обучиться торговать мемкоинами на DEX, то есть когда еще токены не залетелись на CEX бирже. Тут находится все, что вам нужно знать. Также есть вкладочка инвестиции, где я показываю свои действия в рынке, что лично я делаю. Поэтому, если хотите, можете вступить в криптобазу по ссылочке в описании. Следующий мем-токен у нас не менее интересный. Это у нас биткоин, тикер биткоин, но это не тот биткоин, про который вы все знаете. Это у нас мем-коин, который называется Гарри Поттер Обама Sonic 10 Inu. Вот такое у него название, такое дигенское. И этот токен тоже стоит вашего внимания. Смотрите, он же торгуется на Bybit, недавно был листинг. BitGet, Kraken, KuCoin. Также у него могут быть листинги на OKX, на Binance, поэтому запас хода роста есть. Фьючи уже тоже есть на Bybit и Mexia. Вот, ну и также другие биржи. В любом случае, у него есть запас хода роста за счет новых листингов. И это токен с очень классным сообществом. Он у нас на эфире находится, но его можно купить на биржах и хранить на бирже, либо вывести на свой кошелек и там уже хранить. Объем торгов у него $3 миллиона, как бы немного при капитализации $103 миллиона. Но все же токен стоит вашего внимания, потому что давайте посмотрим на его график. Вот такой у нас график, очень интересно, смотрите. У нас он был, получается, год в накоплении практически. У нас были пам-дам, пам-дам, пам. Лютейшая просто раскачка, лютейшее накопление. Сделали выход с этого накопления, показали рост в сколько процентов? Давайте посмотрим. Бам! В 400% роста. И прямо сейчас мы опять спустились в эту зону накопления. Отсюда я ожидаю выход дальше вверх, потому что я не думаю, что на этом все закончилось. И как минимум, если мы дойдем до прошлого пика, это 358% роста. Но опять же, если смотреть вот так вот на график накопления, то цель в $1 кажется не такой уж и большой, поэтому давайте посмотрим, сколько это с текущих рост. Бам, $1. 800% роста. Хорошие иксы, которые можно забрать на токене биткоин. Гарри Поттер, Обама, Sonic 10 Inu, так называется он. График мне очень нравится, такой график реально не часто увидишь, чтобы было такое накопление, выход, потом опять слив, и дальше, вероятнее всего, он будет расти. Я его недавно докупал, и буду держать до отметок как минимум прошлых пиков, как минимум, тут можно будет забрать тело, а дальше держать токены на перехай, на отметку в $1. Капитализация в 1 миллиард вполне может быть реально для такого токена, потому что у него очень сильное сообщество. Вот твиттер данного проекта, да, немного читателей, всего лишь 1700, но на него уже подписан Мурат. Если вы не знаете, кто такой Мурат, это главный мемолог в криптовалюте. Посмотрите, сколько у него читателей. 771 тысяча читателей. Главный мемолог. Believer SPX 6900. Короче, этот чувак за мемы топит и верит в суперцикл мемкоинов, продвигает мемкоины. Посмотрите, постоянно мемкоины. Поэтому этот человечек подписан на Гарри Поттер Обама Sonic 10 Inu. Поэтому к этому мемкоину стоит присмотреться. Про него не так много говорят. Вот, the ticker is Bitcoin. У них такой вот интересный стиль ведения постов, такой дигенский. Сами видите, как посты у них выглядят, прикольно. Вот, поэтому к этому токену стоит присмотреться. Он уже имеет объемы торгов, уже имеет листинги, имеет перспективу листингов на других биржах. У него сообщество топовое, которое его поддерживает. Смотрите, 1700 читателей, 3000 просмотров поста, 2000 лайки, репосты. То есть сообщество очень активное. Присмотритесь к этому токену. Лично я его держу, я его недавно докупал. Я верю, что этот токен покажет хорошие иксы на мой депозит. Поэтому делайте свой собственный ресерч, далее уже принимайте решения сами. А мы переходим к следующей монете. Я вам напоминаю, что у меня есть мой телеграм-канал, который называется Bending Gang, он абсолютно бесплатный, в него можно вступить по ссылочке в описании, тут публикуется самая топовая информация по криптовалютам, разные мемы публикуются, новости, информация по тапалкам, в принципе по airdropам, разная полезная информация, поэтому если вы хотите обучаться криптовалюте и зарабатывать в криптовалюте, получать самую топовую информацию, то это можно сделать в моем телеграм-сообществе Bending Gang по ссылочке в описании, переходите и подписывайтесь. Следующий токен у нас называется Doge Elon Mars, либо Elon. Если что, этот токен никаким образом не связан с Илоном Маском, не он запускал этот токен, это просто команда проекта, которая решила создать такой прикольный мем-токен. Когда был хайп с Трампом, этот токен тоже улетел, дал хорошие иксы, но
он опять откатился, поэтому сейчас хорошая точка входа для набора позиций. Я как раз таки покупал, если на 50% он упадет, то там будет уже моя точка входа, поэтому я нахожусь по нему в плюсе и удерживаю данный токен. Он находится у нас на эфире, имеет хороший объем торгов 10 миллионов, капитализация у него 100 миллионов, поэтому запас хода роста есть огромный. Торгуется он уже на OKX, KuCoin, MEX, Gate, BingX, то есть у него еще нету Bybit, у него еще нету Binance, то есть есть перспектива листингов на новые биржи. Также Perpetual фьючерсы уже есть на Bybit, а если есть фьючерсы на Bybit, то спот скоро завезут, поэтому как минимум у него есть перспективы листинга на спот на Bybit. Дальше давайте еще разберем, какие факторы, почему этот токен скорее всего улетит. У него очень интересный график и очень интересный набор кошельков, которые его держат. Вот как я говорил, что когда был хайп с Трампом, он улетал вот на сюда аж. Я не буду говорить цифры, потому что слишком много нулей, но, короче, он сильно улетал на больших объемах. Посмотрите на его график, но это просто идеально, я считаю. Был листинг, 21 год, кач, бычка, альт-сезон. После этого был слив и пошло накопление. Причем тут видно, что токен отбирается, то есть видите, какие-то крупные покупки идут, потом дамп. Крупные покупки, дамп. То есть кто-то набирает себе позицию в этом токене. Очень такое интересное накопление у нас идет. Был тестовый памп, там у нас вышли те, кто хотел, либо залетел на хаях кто-то. И сейчас у нас опять слив, и у нас очень хорошая точка входа. Я его покупал где-то вот в этом районе. Вот так вот, где-то вот здесь вот я его покупал. То есть тут я видел, я не фиксировался и продолжаю его держать, потому что мои цели куда выше, чем вот этот просто тестовый памп. Поэтому интересный токен. Давайте сейчас перейдем к токен-холдерам. И я думаю, что это вам тоже даст кое-какую информацию для принятия решения. Итак, Доги, Elon Musk, CoinCarp, Rich List. Смотрим, что у нас у топ-100 кошельков 79% эмиссий, то есть большая часть эмиссии токена уже забрана. То есть киты, крупный капитал, манипуляторы уже отобрали большую часть токенов. Поверьте, киты покупают токен на дне не для того, чтобы его еще ниже укатать, для того, чтобы потом запампить свою сумку и на этом заработать. Поэтому либо вы двигаетесь с китами, либо киты двигаются, разгружаются об вас. Топ-100 холдеров имеет большую часть эмиссии данного токена. Знаете, что самое интересное? У нас вот топ-100 кошельков. Мы тут видим кошелек Binance. Напомню, что листинга на Binance еще нету, а кошелек Binance, который держит уже эти токены, и есть. Что нам это говорит о том, что вероятнее всего завезут листинг на Binance. Не сейчас, но потом могут завести. Также у нас еще листинг на Bybit могут завести. Поэтому обязательно смотрим на данный проект, изучаем сами его и принимаем собственное решение о входе в позицию. Давайте еще Twitter его посмотрим. Там Twitter у них тоже очень активный. У мем-токена 502 тысячи читателей. 500 000 читателей у данного токена. Я считаю это очень сильно. У него очень много подписок, там меф, он, короче, партнерится с другими мемкоинами. Вот так он ведет свою страничку, огромное количество просмотров, лайков, репостов, то есть за тикер из Elon. Вот так это они ведут, прикольно делают. У них хорошее сообщество, которое поддерживает данный токен, которое участвует в развитии, постоянные партнерства, какие-то мемчики. То есть мемкоин живой. Он не умер, у них даже вот какие-то встречи проходят. Вот листинги на фьючерсах BitGet недавно завезли. Поэтому вот Bybit тоже, Bybit Futures 10 февраля завезли. Команда продвигает свой мемкоин Elon, поэтому стоит к нему присмотреться. Огромное количество читателей, поддержка со стороны сообщества, киты, которые отбирают эмиссию и перспективные листинги на новых биржах. Все это может дать огромное количество иксов роста данному проекту. Там даже не 5, не 6, там может и все 10 и 15 иксов быть на этом токене. Поэтому лично я продолжаю его удерживать. И если дадут еще ниже, то буду активно его докупать. Но если вы хотите торговать мемкоинами на дексах, когда еще не вышли на CEX биржи, забирать самые вкусные жирные иксы, это можно делать с помощью терминала AlphaDex в Telegram. Это у нас торговый терминал, торговый бот DEX биржа, где вы можете торговать на Solana, Ethereum, Sui, Tron, Base, BSK, TON. То есть на разных сетях вы можете торговать мемкоинами. Есть вкладочка исследований, где выдаются токены, которые имеют большую перспективу роста. Вот они специально отбираются по определенным параметрам. Вы эти все токены можете сами отследить, посмотреть, проанализировать и покупать. Такой вкладочки исследования ни у кого нету. Можно торговать, то есть выбираете вкладочку торговля, вводите адрес токена или пары, выдается вам токен, нажимаете купить, продать. Можно лимитки ставить. Прямо сейчас, вот смотрите, можно поставить лимитку на продажу. В DEX терминале можно ставить лимитки на продажу. Это очень круто. Поэтому такой вот удобный бот внутри Telegram, где можно торговать мемкоинами на DEX на разных сетях. Если хотите, можете пользоваться им по ссылочке в описании. Абсолютно бесплатно. От души вам даю данный терминал. У меня есть много обзоров на него, как торговать. Поэтому смотрите мои прошлые видео про торговлю мемкоинами на DEX. Следующий мемкоин у нас MOG. Каждый мог, как говорится. Я на нем прокатился, заработал, вышел из позиции, точнее, не полностью вышел из позиции, а именно у меня позиция без убытки, потому что я на нем заработал, зафиксировал часть профита. Смотрите, какое количество объемов, 23 миллиона при капитализации в 300 миллионов, как бы это хороший объем торгов, не лучше, но хороший. Токен находится у нас на эфириуме. Также недавно завезли листинг на Coinbase. На Coinbase листинг, прикиньте, на Binance еще даже нету. Также есть листинг на BitGet, Kraken, KuCoin, MEX, Gate.
И Bybit есть, Bybit. Еще OKX даже нету. То есть еще есть перспектива листинга на OKX. Perpetual фьючи уже есть на Binance, то есть, скорее всего, залистят и на Binance. Где у нас еще есть фьючи? Bybit, KuCoin, Kraken. Пока что не вижу тут OKX, но в любом случае на OKX тоже его потом могут залистить. Поэтому как минимум у нас есть перспектива листинга на Binance и на OKX. Тоже может дать хороший рост данному токену. Давайте перейдем на график, посмотрим, как выглядит график данного проекта. График мне тоже очень нравится. Вот эти объемы мне очень нравятся на протяжении всего пампа либо дампа. У него всегда были хорошие объемы. И это выглядит как вообще большое накопление. Вот так вот. Если посмотреть, то реально как большое накопление. Даже если токен с текущих вернется до прошлых хаев, что я ожидаю, 100%. Как бы нельзя быть уверенным на 100% в крипте, но я верю, что он обновит прошлый хай. Вот, это уже 385% роста. При том, что токен имеет листинг на Coinbase, где торгуют американцы. И если начнется движуха вокруг, вообще, в принципе, мемы будут расти, потому что будет расти весь рынок, и тем более будут расти мемы, они будут расти еще сильнее. Поэтому, когда начнется весь движ, американцы начнут залетать в мемкоины, то может быть претендентом на большой рост, потому что Трамп тоже его упоминал, вот эти вот очки. Сейчас перейдем в Твиттер, все, посмотрите, у них есть такие фирменные очки, которые выделяют этот мем-токен среди других токенов. Я верю, что он обновит прошлые хаи. График у нас выглядит очень интересно, повышенные объемы, зона поддержки, от которой мы постоянно получали реакцию. Тут получили реакцию, сейчас мы торгуемся возле нее. И да, сейчас токен у нас выглядит вяленько, но опять же, удаленько, как говорится. Вот, я фиксировался где-то здесь вот, на этих хаях, я фиксировался где-то тут, я его покупал, поэтому я неплохо на нем заработал и продолжаю удерживать часть сумки до обновления прошлых хаев и, не знаю, полет куда-нибудь в эту зону, поэтому вполне такой может быть. Давайте даже по Фибе натянем Фибоначчи, у нас натянем Фибоначчи. Такую Фибоначчи мы натянем и посмотрим, куда мы можем прийти. Можем прийти вот сюда и вот сюда можем прийти. Опять же, очень много нулей, не буду называть цифры, сами вы это все видите на графике. Даже вот с текущих, сколько это процентов роста? Сюда, бам, 573% роста, сюда 938% роста. Неплохие иксы можно забрать на данном токене, который еще имеет перспективы листинга на Binance и OKX. Поэтому присмотрите к этой монете, давайте перейдем в их Twitter, посмотрим их Twitter. Данный мемкоин у нас имеет 125 тысяч читателей, что достаточно-таки неплохо. Тоже выкладываются всякие мемчики, лайки, репосты, комментарии, то есть сообщество достаточно активное. Вот эти вот очки, они отличают данный мемкоин от других токенов. Также Трамп эти очки тоже примерял. Очень много этот мемкоин упоминался у популярных личностей. Даже Трамп про него что-то написал, я уже точно не помню. Поэтому вероятность, что токен данный полетит, с учетом листинга уже на Coinbase, где торгуют американцы, большая очень вероятность. Проект выглядит очень интересно. Постоянно публикуются мемчики всякие, упоминания у других инфлюенсеров в других твиттерах. Это может дать хороший рост данному мемкоину. Давайте еще посмотрим количество кошельков, которые удерживают данный токен. Как мы видим по рич-листу, токен MOC у нас, мы видим, что у нас происходит отбор токенов у ритейла. Посмотрите, количество холдеров растет, и при этом у топ-100 холдеров количество монет в их сумках постоянно растет. Смотрите, допустим, если тут было топ-100 холдеров 63%, то сейчас эта сумма 72 и 26%. Это говорит о том, что крупные кошельки отбирают эмиссию с рынка, выкупают, накапливают позиции в данном токене. Поэтому это может привести к дальнейшему росту, потому что крупному капиталу выгодно свою сумку пампить. Зачем они откупают токен, чтобы потом воздампить? Нет, они откупают, чтобы потом запампить и заработать на этом. Поэтому нужно двигаться вместе с крупным капиталом, отслеживать он-чейн. Также у нас вот можно посмотреть распределение, достаточно-таки хорошее, по 1%, ниже даже. То есть нету такого, что прям у кого-то была огромная позиция. Да, вот есть кошельки вот эти вот, вероятнее всего это кошельки команды, либо кошельки но это вообще кошелек сжигания, то есть видите, dead. То есть сюда отправляются токены, чтобы сжечь. То есть 7% эмиссии уже сожгли. 10, скорее всего, находится у команды, либо может у какой-то крупной биржи, в том числе Coinbase может быть находиться. Распределение мне очень нравится, мне нравится, что крупные кошельки набирают данный токен, поэтому я его продолжаю удерживать, токен MOC. А мы переходим к последнему токену. Следующий токен у нас называется Mudeng, и посмотрите на эти объемы. 60 миллионов объемов торгов и market cap 64 миллиона. То есть сейчас происходит огромное накопление позиций. Токен прямо сейчас на дне, посмотрите на график. Сейчас мы перейдем на TradingView, там будет лучше посмотреть. Токен жестко укатали, но при этом тут огромные объемы на дне. Это не для того, чтобы продавать токен. Нет, там кто-то накапливает позицию. Смотрите, токен уже есть на OKX, BitGet, Kraken, KuCoin, MexGate, BingX, то есть Coinbase даже вот недавно, кстати, его залистили, точно, Coinbase недавно залистили. То есть у нас еще есть перспектива листинга на Bybit, потому что Bybit я тут не вижу. И есть перспектива листинга на Binance. Он уже торгуется на фьючерсах на Binance и Bybit. Посмотрите, вот Binance, вот Bybit, поэтому вероятнее всего, что его залистят на спот. И это может дать буст к росту цены на данный токен. Мне очень нравятся вот эти объемы, прям очень вкусненько. Давайте перейдем на график. Токен, кстати, находится на Solana. Что я знал про этот токен, это то, что у них маркетмейкер Wintermute
Эти ребята, поверьте, это звери в мире крипты, маркетмейкинга, они давно на рынке, и они маркетмейкят многие популярные токены, и один из них это Mudeng. Также токен имеет партнерство с Виталиком Бутериным, там, короче, какой-то контракт они подписали, что Виталик Бутерин там приютил к себе этого бегемотика, это у нас бегемотик, нарратив там не котики-собачки, а бегемотики, поэтому это тоже может улететь. И вот посмотрите, вот прямо сейчас на дне, вот мы находимся, видите, у зоны поддержки, вот у нас зона поддержки, прямо сейчас вот повышенные объемы. Это нам говорит о том, что, вероятнее всего, кто-то накапливает позицию. Мы перейдем к топ-кошелькам, потом тоже посмотрим, там все это видно. Даже если с текущих он вернется до прошлых хаев, не обновит, это у нас 1000% роста. С текущих 1000% роста. Я уже не говорю о том, чтобы просто обновить хай. Я верю, что токен может обновить хай, потому что он очень интересный, имеет партнерство, имеет перспективы листинга, имеет хорошего маркетмейкера. Сейчас просто сделали высадку, чтобы все лишние пассажиры вышли, чтобы тут спокойно себе накопить позицию и отправить данный токен наверх. Почему? Давайте перейдем к ончейну, посмотрим, какие кошельки его держат. Вот у нас токен Mudeng, смотрим Richie List. Посмотрите на этот жесткий отбор позиций. То есть у топ-100 кошельков было 47%, сейчас это число 85%. То есть топ-100 кошельков управляют практически все эмиссии данного токена. Они могут его как пампить, как дампить, они могут делать все, что захотят. Так у них огромное количество токенов, то им выгоднее запампить свою сумку, чтобы заработать на этом. Распределение у нас такое, достаточно неплохое. У нас есть несколько кошельков, которые имеют большой процент эмиссии. Вероятнее всего это команда. Но это нам не важно. Нам важно, что количество токенов постоянно вот отбирается. То есть топ-100 холдеров накапливают данную позицию. Повышенный объем торгов прямо на дне. И хороший график, хороший маркетмейкер говорит нам о том, что вероятнее всего этот токен будут пампить. Поэтому присмотрите к Mudeng, давайте еще посмотрим их твиттер. В твиттере у этого проекта 110 тысяч читателей. Это вообще такой бегемотик, который живет в зоопарке, там в каком-то зоопарке. Mudeng Binance. Binance Турции, короче, у них даже вот какая-то коллаба с Binance была. Вот Binance Турции, Mudeng. Что-то, короче, они мутили интересное. Постоянно, видите, посты выходят, 42 тысячи просмотров, 53 тысячи просмотров, огромное количество лайков, репостов. То есть за этим токеном следят, его поддерживают. Вот видите, этот бегемотик, вот он живет в зоопарке там в каком-то, и он сотрудничает с Виталиком Бутериным. То есть Виталик Бутерин официально приютил этот мемкоин. Это можно найти, этот пост где-нибудь здесь, через поиск можно поискать Виталик Бутерин, Mudeng, и посмотреть, что там было. Вот такой вот у нас интересный бегемотик на Solana, за которым следят люди, которые поддерживают. Вот, посмотрите, лайки, репосты есть. То есть сообщество очень активное, имеет перспективы листинга на топовые биржи, в том числе Binance. Поэтому лично я данный токен удерживаю, я на нем уже заработал неплохо так. И сейчас у меня позиция в безубытке находится, токен сильно укатался. И прямо сейчас считаю, что неплохие точки входа, чтобы набирать данный мемкоин. Поэтому обязательно к нему присмотритесь. Опять же, делайте свой собственный ресерч. И исходя из вашего ресерча, вы должны принимать решение, не исходя из того, что я вам сказал. Я лишь вам подсвечиваю данную информацию. Ну что, вот такое вот большое, но полезное видео получилось. Я рассказал вам про 5 мемкоинов, которые вы можете сами посмотреть, проанализировать. Я рассказал свои факторы, которые поспособствуют росту данных токенов. Возможно, вы найдете что-то еще интересное. Пишите в комментариях, держите ли вы какие-то из этих токенов, какие вы будете покупать. Мне будет интересно почитать. Ставьте видосику лайк. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Есть много видосов по торговле на DEX. Вот здесь вот у нас торговля на DEX. Видосик. Далее у нас еще есть видосик. Гайд, как торговать на DEX. Короче, про мемкоины тоже выпускаю контент. Поэтому подписывайтесь, тут очень интересно. Зовите друзей, делитесь видео с друзьями. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!